Всем привет! Сегодня я хочу пересадить свою гипсофилу в открытый грунт. Сейчас весна, 20 мая. И я все-таки решилась сегодня на пересадку гипсофилы. Вот такая гипсофила паникулата, многолетняя. Посажена она у меня была 11.02. И, конечно же, я ее передержала. Сделала одну пересадку, вторую перевалку не делала. Держала до высадки в грунт, потому что гипсофила не любит пересадок. У нее стержневой корень и очень мало разветвленных корешков. Поэтому я ее держала до высадки в грунт. Высажать в грунт ее можно, как только появятся две пары настоящих листочков. Как вы видите, у меня уже здесь не две пары, а очень много пар, штук по 8 листочков настоящих. И скоро уже она начнет цвести. Цвести она начинает, как только появляется 12 пар настоящих листочков. Высаживать я ее буду вот на этом месте. Ирис пересаживаю к своим ирисам. И вот здесь она у меня будет, лунка. Потом роза. И с другой стороны тоже сделаю лунку. Каждую лунку я посажу по 3 растения. Луночки я уже вскопала. Добавляю немножко песка для рыхлости. Перемешиваю. Гипсофила не требовательна к грунту. Ей достаточно будет солнечного тепла и полива. Поэтому удобрений в лунку я никаких не добавляю. Сажайте гипсофилу на таких местах, чтобы застоя влаги в грунте. Она не любит чрезмерную влажность и не любит сильного полива. Выкапываю уже в этой луночке еще одну. Аккуратненько вытягиваю из стаканчика гипсофилу. Ой, у меня тут аж 2 стаканчика. Бедненькая, как она у меня тут росла. И вот этим комочком, не разрушая комочек, закапываю в лунку. Не заглубляйте сильно при посадке корневую шейку. Вот как она росла в стаканчике, точно так же высаживайте и в открытый грунт. Удобрять гипсофилу особо не нужно. Ей хватит удобрения, чтобы ее удобрили раза 2-3 за сезон. Ей этого будет достаточно. Главное, чтобы она росла на солнышке и в тепле. Расстояние между гипсофилами при посадке, если вы садите одним рядом, между растениями расстояние сантиметров 30 должно быть. Между рядами должно быть расстояние где-то 1,30 м. Так как у меня нет места, чтобы ее сажать рядами, я ее буду высаживать в одну лунку по 3 растения. Зацветет гипсофила, как только появится 12, не меньше 12 пар настоящих листочков. На одном месте гипсофила может расти много лет, но каждые 2 года ее лучше пересадить или убирать через одно растение. Если она растет у вас рядом, через одно растение убирать, потому что она очень хорошо разрастается и будет друг другу мешать. Сейчас пойдем сажать вторую луночку. Точно так же добавила песочек. Немножко разрыхляю, чтобы грунт такой был рыхленький. Многие при посадке добавляют известь, но я не сторонник такой посадки, так как известь все-таки может пожечь корни. Поэтому я
лучше потом, когда она приживется в грунте, подкормлю удобрениями. Удобрениями подкармливать органическими, минеральными через раз. Но сильно старайтесь не закармливать ее. Я уже говорила, что достаточно будет один раз в месяц подкормить. Этого будет вполне достаточно для нормального развития цветка. У меня здесь расстояние, ну, где-то есть 15 сантиметров в лунке. Но я хочу, чтобы был большой красивый куст. Поэтому я сажаю по 3 растения в лунку. Она у меня совсем уже бедненько переросла. Ну, сейчас я ее, конечно, подкормлю. Сейчас я ей дам все условия прорастания. Проливаю простой водичкой только для того, чтобы увлажнить вокруг растения грунт. Старайтесь не попадать на листики. Гипсофила не любит, когда ее поливают по листьям. Поливайте всегда под корень. Ждем, пока впитается водичка и влажность разойдется по всей лунке. Где-то через час-полтора я пролью ее удобрением, пролью корневином для того, чтобы дать питание корням. И начала развиваться зеленая масса. Прошел час. Грунт вокруг гипсофилы напитался влагой, и по этому влажному грунту сейчас я пролью корневином. Почему я пролила прежде простой водой? Потому что любое удобрение, которым вы подкармливаете цветы, должно быть, да не только цветы, все растения, должно быть пролито на влажный грунт. Удобрять я буду вот таким корневином. В нем очень много макро- и микроэлементов, витаминные комплексы, фитогормон. Как разводится это удобрение? 1 грамм на литр воды. Но так как у меня 10-литровое ведро, значит я буду разводить 10 грамм. Всего в этом пакетике 20 грамм, делим его пополам на ведро воды. 10 грамм это будет примерно, ну, не полная столовая ложка, где-то половина столовой ложечки. Вот так. Хорошо разбалтываем, чтобы удобрение растворилось. Проливаем под каждое растение примерно пол-литра удобрения. Если вы сможете, пересаживая растения, не нарушить земляной ком, в котором росло растение в стаканчике, то растение даже не поймет, что вы его пересадили в открытый грунт. Оно не повянет, будет зелененькое, потому что земляной ком вокруг растения сохранился, просто добавили больше почвы. Все, пролили нашу гипсофилу удобрениями. Сначала простой водичкой, через часик удобрением. И пусть она растет и развивается. Следующий пролив удобрениями будет примерно недели через 3. Смотрите по состоянию ваших цветочков, как они себя чувствуют. Пусть они вас радуют, зеленеют, цветут, приносят удовольствие, радуют своим цветением. Всем пока!